Здравствуйте, друзья! Все те, кто служил в армии, занимается стрелковым спортом, увлекается репликами современного оружия, либо просто разбирается в компоновке существующих в России единиц огнестрельного оружия, скорее всего, не раз видели и изучали прицельную планку автомата Калашникова. У данного автомата есть разные модификации в зависимости от года выпуска. Но вот на прицелах, даже, наверное, правильнее будет сказать, на прицельных планках АК-47 автомата Калашникова 74 года выпуска и АКМ автомата Калашникова модернизированный. Помимо цифр нанесена буква русского алфавита П. Так давайте сейчас разберемся, что же означает буква П, нанесенная на прицельной планке автомата АК-47 и АКМ. Начать стоит с того, что у каждого автомата Калашникова, как и любого другого подобного оружия, на корпусе ствола имеется прицельная планка. Специальное механическое приспособление, которое позволяет вести прицельный огонь по мишени. Для этого на ней предусмотрена разметка шкалы на 11 положений для установки подвижного хомутика. Цифры над рисунками указывают, на сколько сотен метров рассчитан прицел в данном положении. 1 100 метров, 2 200 метров, 3 300 метров и так далее. Ничего принципиально сложного в этой системе обозначения нет. Более того, она интуитивно понятна. По характеристикам, дальность ведения прицельного огня у АК-47 составляет порядка 1 километра. По фигуре, изображающей силуэт человека во весь рост, чуть более 600 метров. По грудной мишени более 400 метров. Это, естественно, в идеальных условиях при отсутствии сильного ветра и дождя. Во время боя приходится стрелять по мишеням, находившимся на разном расстоянии. Соответственно, каждый раз надо передвигать хомутик на нужную цифру. Делать это в суматохе боя не очень-то и удобно. У автомата Калашникова прицел по своему типу является секторным. Секторами здесь обозначается каждое положение цифры, равное расстоянию до мишени. Стрелку нужно выбрать необходимое цифровое отделение и выставить напротив него целик. Специальный указатель, который перемещается по высоте планки с помощью пружинного механизма. Между делениями планки происходит изменение длины у прицельной линии. Линия, которая визуально соединяет мушку и целик. Соответственно, эта линия в зависимости от поставленного цифрового положения изменяется. Прицельная планка приподнимается, чтобы выстроить оптимальную траекторию для более точного выстрела. Чтобы упростить для бойца процесс прицеливания по мишени на прицельную планку и нанесена буква П. П обозначала постоянный прицел, который соответствовал дальности стрельбы по грудной мишени на расстоянии около 400 метров. Другими словами, П – это цифра 4 на планке. На автомате АКМ буква П соответствовала числу 3, так как его дальность прямого выстрела по грудной мишени была 350 метров. То есть это самое удобное расстояние для ведения прицельного огня во время боя. Хомутик быстро переставляется на букву П и бой продолжается. Считается, что на дистанцию 440 метров стрельба с помощью механического прицела оптимальна. На такой дистанции пуля не слишком сильно отклоняется по вертикали, а значит боец может менять траекторию оружия при прицеливании на глаз. Давайте сейчас подытожим. Только лишь универсальность является преимуществом постоянного прицела. Используется он тогда, когда обстоятельства не позволяют выставлять вручную дистанцию на прицельной планке. А если же вам нужна предельно точная стрельба на фиксированное расстояние, то лучше всего установить прицел вручную. Если это видео вам понравилось, поставьте ему лайк, скиньте ссылку на это видео через мессенджеры своим друзьям и знакомым. Я думаю, это тоже будет очень им интересно.